try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей, и с вами Ксюша. Продолжу знакомить вас с очередными сортами моих цветущих орхидей. И начать сегодняшний обзор я хочу уже, можно сказать, практически с раритетного сорта. Ее уже не встретишь в продажах, в завозах, потому что сорт уже, видимо, садовники сняли с производства, и это Golden Beauty. Это орхидея в моей коллекции на протяжении всех лет моего коллекционирования. Начинала я свое коллекционирование с самых первых голландских орхидей, которые появлялись на прилавках магазинов. И вот как раз эта желтая красавица с такой яркой сочной губой была одной из первых, которых я купила. Вот с тех пор моя любовь так и не угасла к этому сорту. За все эти годы у меня дважды пропадала эта орхидея, но мне везло, и из частных коллекций я восполняла ее вновь. На мой взгляд, это просто потрясающей красоты орхидея. Посмотрите, какой красивой формы сам цветок. Какое удачное сочетание яркой сочной губы с желтым фоном лепестков. Лепесточки имеют такую легкую венозность в цвет губы. Губа по бокам, видите, вот такая тигровая. Очень красивое сочетание. Орхидея пышно цветущая. Она у меня сейчас цветет с двух цветоносов. И это далеко ее не самое пышное цветение, которое она мне выдавала. Третий цветонос я, к сожалению, сломала. Она у меня запустила из боковой веточки, из боковой почки боковое ответвление, но я по неосторожности сломала. Было бы немножко пышнее все же цветение. Ну, как многие желтые сорта орхидей, она немножко, конечно, теряет свою сочность с продолжительностью цветения. Это вот сейчас видно по цветочкам, которые более свежие, они более насыщенные, вот эти вот. А те, которые распустились в числе первых, они уже более светлые. Но орхидея все равно остается насыщенной и очень красивой за счет очень необычной губы. Я не знаю, передает ли сейчас камера всю красоту и сочность именно губы. Вот губа у нее невероятная. Розетка у этого сорта достаточно крупная. Мой экземпляр уже взрослый, и по нему хорошо сейчас видно габариты этого сорта. Хоть листья и крупные, но они достаточно аккуратные, то есть они растут размашисто, но розетка в целом аккуратная. Сейчас есть очень похожий сорт на Golden Beauty. Это Карибская мечта. Вот она. Она у меня, конечно, доцветает. Осталось вот два цветочка. Один бутончик доращивает. Похожи сорта по окрасу. Но все же, на мой взгляд, не сравнится Карибская мечта с красотой Golden Beauty. У меня есть дубль Golden Beauty,
Пользуясь случаем, хочу предложить, кто хочет. Я ее продаю. Кто хочет, пишите мне в Инстаграм, личные сообщения, и вы станете обладателем раритетного сорта Golden Beauty. Розеточка уже достаточно крупная, розетка хорошо развита, она в активном росте, у нее и корни растут, и вот сейчас новый листик там начинает появляться. В общем, милости прошу, кого заинтересовал вот такой вот раритетный красивый сорт. Совсем недавно я ее показывала вам в шортс. Это потрясающая белоснежная красотка Red Lip. Кто со мной уже 100 лет на канале, знает мою любовь к белоснежным сортам орхидей. И эта орхидея тоже уже достаточно давно в моей коллекции, даже не знаю сколько лет, много, одним словом. Люблю ее, когда она цветет, знаете, в паре еще с Дарвином, потому что Дарвин имеет яркую желто-оранжевую губу, а это имеет яркую малиновую губу, и когда они вместе цветут, очень потрясающий получается тандем. Но Дарвин у меня уже отцвел, а Red Lip никак не может угомониться. Она все доращивает и доращивает свой длиннющий цветонос. Обычно она цветет на 2 цветоноса. В этом цветении она запустила 1 цветонос, но какой длинный. Все никак не угомонится, и растит его, и растит. Я замечала такую тенденцию у орхидей, что когда они начинают распускать первые цветочки, то, как правило, рост цветоноса уже завершается. Ну, может потом в конце как-то уже, знаете, там дорастить 1-2 цветочка, а эта орхидейка уже распустила практически все свои цветы, а сам цветонос все растит и растит. Вот новый бутончик открывается. Очень благодарная орхидея. Очень она пышно цветущая тоже. Советую ее очень в коллекцию. Прям обратите на нее внимание. Она хоть, конечно, и простенькая. Многие как-то сейчас гоняются за какими-то эксклюзивами. А я все же люблю и такие сорта не менее, чем какие-то сейчас изысканные. Сейчас покажу вам розеточку ее. У нее достаточно, знаете, такие узкие, но длинные листики. Розетка тоже довольно компактная. Она у меня тоже уже взрослая, старушечка. Видите, да, вот листики узенькие, но такие длинненькие. Вот такая потрясающая орхидея. Я считаю, должна быть и в вашей коллекции тоже. А это новиночка в моей коллекции. Сорт называется Black Stripes. Купила я ее зимой 24 года. Сразу обрезала покупные цветоносы до живой почки. Цветение было уж очень потрепанное. Нечего там было сохранять. И буквально сразу она пробудила боковые почки на 2 этих цветоносах. И вот радует меня уже домашними цветами. Потрясающей красоты орхидея. Я вообще очень равнодушно отношусь к сортам венозникам, а этот сорт прям очень нравится. У нее очень красиво сформированы вот эти венозные
рисунки на лепестках. Такое ощущение, как будто, ну, вот есть защипы, и как будто есть пилоричная форма у цветочка. Вот эти вот бордовый рисунок, он такой бархатистый. Я не знаю, видно это или нет, но он имеет такой объемную бархатистую фактуру и очень красивая губа. Цветы крупные. Сейчас померяем с вами. Сейчас возьму линеечку. Так, давайте померяем. Цветочек 9 сантиметров. Давайте посмотрим на розеточку. Розетка у нее еще, как я понимаю, молоденькая. У нее всего лишь 1, 2, 3, то есть 3 пары листьев. Этот листик она уже начала растить у меня уже когда адаптировалась. Я ее пересадила, потому что она буквально выпадала из горшочка, когда приехала, плохо была зафиксирована, не очень большое количество корней было. Я обычно советую не пересаживать, но в данном случае орхидея просто была показана пересадка, но она хорошо ее приняла, адаптировалась, и вот, как вы видите, красиво зацвела. А рядом во всей красе стоит Лека Фантастик. Второе название — Сердце дракона. Это 2 названия одного и того же сорта. Лека Фантастик заслуженно завоевала любовь у многих орхоманов. Многие имеют ее в коллекции. Конечно же, не зря, поскольку помимо жгучей красоты сорта, она еще и долгоцветущий сорт и пышно цветущий. Любительница она разветвлять цветоносы. Цветет она у меня с ноября месяца, уже апрель, а она все цветет и даже не сбросила ни одного цветочка. Единственное, что немного потеряла свой окрас, сочность свою, она немного выгорела. Из кирпичного она ушла в коралловый. Летом она вообще уходит у меня в розовые оттенки. У нее очень красивая губа, такая тигровая. Сорт любит давать прикорневые детки. У меня она тоже растит прикорневую детку. Уже достаточно крупная. Розетка у этого сорта компактная. Листочки овальные, не очень крупные. Розетка у меня уже крупная, много пар листьев имеет. Ну и, соответственно, конечно же, такие взрослые экземпляры выдают зрелищное, красивое, объемное цветение. Осталось упомянуть о размере цветочка. И он достигает у этого сорта 9 сантиметров. А это значит, что сорт крупноцветковый. Рядом с Лека Фантастик у меня стоит Хатуюки. Нежный хрустальный сорт. Он относится к мультифлорному типу цветения.
А это значит, что всегда цветет очень-очень пышно. Этот сорт в моей коллекции уже много лет, лет 5. Покупала я ее в размере 1,7 малышкой. Она у меня за это время уже вымахала во взрослое растение. И есть у меня подозрение, что из точки роста она выдала детку. Вот она. Вот эта часть, я так подозреваю, что это детка. Хотя раньше здесь была точка роста. Вот, поэтому я буду отделять верхушечку. И, скорее всего, сделаю это вместе с вами на канале. Сорт невероятной красоты. Это один из тех сортов, которые постоянно цветет, постоянно растит новые листья, не прекращая у нее появляется лист за листом. Этот процесс такой непрерывный. Она растит и корни, и в общем она постоянно в каком-то активном росте и активном цветении. Такие сорта меня очень всегда впечатляют и радуют. Она, кстати, сейчас тоже потихонечку появляется в завозах, так что отслеживайте. Причем в хорошем размере 2,5. И не упустите возможность купить вот такую вот красивую нежную орхидею с такой яркой неоновой губкой. Ну, а на сегодня я буду свой обзорчик заканчивать. Жду вас, как всегда, в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь своими впечатлениями. А с вами была Ксюша. До новых встреч, друзья, и пока!
try to fly.